Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И в этом видео вы увидите один финиш, один старт, жалобы на хейтеров. И будет много всего интересного. Оставайтесь со мной и начинаем. Решила вам показать, как я вышиваю, чтобы не быть голословной, что я, скажете, ноешь без конца, что там трудно вышивать по схеме и все. Вот я сейчас вышиваю, да что ж такое, вышиваю вот этот элемент. Вот этот, видите, здесь у нас, здесь фиг поймешь, что тут происходит. Во-первых, что цвета с трудом различимые, что вот это вот зелененькие, а вот это вот черненькие. Ну, сиреневые, да, понятно, различаются. И вот сейчас я вам покажу. Я начала вышивать зелененькие. Вот я сделала зелененьким. Сейчас я пойду черненьким. Ну, мне черненьким почему-то не очень хочется. Наверное, буду делать вот таким сереньким. Ну, сейчас попробую. Попробую, что мне понравится больше, черненьким или сереньким. Ну вот я проложила здесь параллельные линии в эту сторону. Сейчас я буду прокладывать или в эту, и у меня получится типа такой решеточки. Итак, я сделала сверху решеточку. Как вы видите, я поменяла цвет из серого в такой фиолетовый. Мне больше такое понравилось. Ну и теперь логично надо закрепить вот эти соединения этой решеточки. Вам кажется, что это собирается ткань, но это будет как раз нормально. Она не будет тогда у меня, нитки не будут у меня провисать. Но здесь надо, видите, соединение сделать четко вот в этих кружочках. Вот здесь в кружочках, а вот здесь вот, где остаются незаполненные. Ну, быть очень внимательным надо. Сейчас этот последний шаг, и это будет только вот этот один элемент. И о чем я говорила, что описания здесь никакого нету. Все описание сводится к тому, что вот у вас есть вот такая схемка. Вот эта схема. Разбирайся как хочешь. Ну и вот заключительный этап я сделала вот эти крестики светло-розовым. Вот видите, такой сложный, ну как сложный, многослоевый элемент получился. Я вчера так увлеклась, что, честно говоря, забыла вам последний этап этого элемента снять и поскакала дальше. И вот, посмотрите, что я еще нашила вчера. Вот эту решеточку я сделала. Ну, эта решеточка была очень просто делается. Прокладываем горизонтальные линии, потом вертикальные, как корзиночка. И внутри вышиваем крестики. Потом был вот этот многослойный элемент. Внизу вот такая решеточка из серенького, потом такая косая решеточка из темно-серого, и сверху вот такие элементы зеленые. Вот этот простой элемент был, и вот этот был тоже достаточно многослойный элемент. Тут тоже, как видите, 3 разных цвета присутствует. Потом на самом здесь сиреневый, синий, зеленый. Здесь крестики зеленые, бисер. И вот такой элемент получается. Интересный этот проект. Мне очень интересно его вышивать. Вот этот также элемент вчера сделала. Здесь у нас розовый крестик, зеленая бисеринка и вот такой удлиненный крестик, темно-зеленый.
Начала вот этот элемент делать, а потом думаю, нет, я неправильно его сделала. Я сделала все сначала наклонные линии в одну сторону, а потом хотела закрыть в другую сторону, а потом посмотрела, у меня не выйдет тот узор, который должен получаться. Здесь надо делать одна линия в эту сторону, одна линия в эту сторону, и тогда получится косичка типа вот этой. А если я сделаю так, как я сделала, такого эффекта не выйдет. Так что мне придется это распустить и переделать. Ну вот видите, я переделала вот этот шов. Видите, как он совершенно иначе смотрится, чем я вам показала до этого. Видите, получается вот такая красивая косичка. А до этого было не пойми что. Ну вот сейчас, по-моему, очень хорошо все эти шовчики видно, какие они интересные, какие они многослойные. Я не скажу, что это сложно, но это занимает время для того, чтобы разобраться в схеме, кто что за что цепляется, где что идет. И я на сайте этого производителя нашла фотографию и увеличивая там и смотрю, как там эти шовчики, какие там цвета, потому что то превью, которое идет в наборе, ну, в схеме, это вообще ни о чем. Таня мне написала, превью делали конкуренты. Ну, наверное, да, так оно и есть. Сейчас покажу превью, обнять и плакать. Ну вот, посмотрите превью. Разве можно на этом превью что-то рассмотреть? Ну, что-то можно, но не очень. Так даже через камеру, когда оно увеличивается, оно нормально. А в жизни, ну, когда оно, вот в жизни, в жизни понять, что здесь происходит, сложно. Ну, вот, пожалуй, это у меня сейчас на этом котике. Сейчас я вам на этом превью. Я вот сюда дошла, вот здесь вот это вот моя косичка. Мне здесь остался вот такой треугольничек закончить. Вот этот треугольничек закончить. И у меня вот этот бачок этого котика будет закончен. Я вот уже, видите, дошла вот сюда до края. Мне тогда останется вот этот уголок, хвост и голова. Хочу сегодня закончить вот этот уже треугольничек и отложу, возьму что-то другое. Ну, посмотрите, как красиво. Ну, конечно, это все надо рассматривать в приближенном состоянии. Все, что вам надо знать о нашей зиме. У нас сегодня 14 января. У меня цветут примулы. У меня цветет морозник. Морозник как бы нормально для нас, но примулы даже для нас ненормально. Вот такие красивые цветочечки. Вот такой морозник. Вот уже подснежники вовсю начинают цвести. Ну, я не говорю о том, что у нас в поле повсюду цветут маргаритки. Пожалуйста. Красота. На столе у меня стоит цикламен, надо елку вытащить, вроде как уже закончилось все. А здесь у меня вот такой цикламен цветет. Герани уже второй год не замерзают, так что я оставила. Это я посадила весной, у меня должны были вырасти цветочки, но они вот уже выросли. И вот этот декабрист тоже хочет засвести. Декабрист, наверное, кстати, надо его в дом занести.
И вот результат вчерашнего моих трудов. Вот я закончила вот этот кусочек, как я и говорила. И вот это вот сейчас я вам придвину это поближе, и мы рассмотрим все это поближе. Такие красивые шовчики, красивые элементы здесь у нас имеются. Это было очень просто. Это были вот такие темно-серые, это просто крестик, а это вот такой, как это называется, длиннокрестик или вытянутый какой-то крестик. Ну и вот вы можете полностью посмотреть, рассмотреть, что я в этот раз закончила, сделала вот такой приличный кусочек. Я вам ставлю картиночку, что у меня было. И вот что сделалось. Я очень довольна, я навышивалась шовчиками, мне очень хотелось повышивать шовчиками, и я, так сказать, утолила жажду. Теперь откладываю пока вместо этого котика и возьму что-то другое повышивать. Очень красиво выходит, мне очень все нравится, я довольна. Ну, я не хочу опять себя заставлять, поэтому на этом закончу. Небольшое включение, хотела вам похвастаться. Я закончила все крестики на вот этой игрушке от Dimensions, и мне здесь остался только бэкстич. Ну вот, посмотрите, какое это без бэкстича. Вот так поближе. И посмотрим, удастся ли мне за сегодняшний вечер сделать. Ну, бэкстича здесь очень так приличненько. И тадам! Перед вами готовая первая новогодняя игрушка из коллекции Gold Collection. Из коллекции Gold Collection. Ну вот, готова моя игрушка. Первая. И видите, сколько здесь бэка. В этой игрушке 4600 там чего-то там крестиков, из которых 1100 бэкстич и фрузелки. И как вы можете видеть, вот такая красота получается. На закате кавалер несет подарки с дамочкой, тоже идут домой. Дед Мороз в трубу засовывает подарочки. Ну, в общем, подарочки, сплошные подарочки. Рождество, такие огонечки. Вот эти фрузелки делала 2 раза, перешивать пришлось. Ну, короче, вообще вчера весь вечер я просидела с этим бэкстичем. Я не знаю, конечно, как он считает эти значки. Насчитал мне 1100 этого бэкстича. И я вообще-то за вечер 1000 крестиков никогда в жизни не сделаю. Это мне надо, наверное, часов 10 сидеть, чтобы 1000 крестиков сделать. Но бэкстич, как видите, за вечер я сделала. Фрузелки уже сегодня крутила. А чего сегодня? Потому что я накрутила фрузелки вот такие, как вот здесь в 2 оборота. Вот как на санях. И если на санях они еще более-менее нормально смотрятся в эти 2 оборота, то вот здесь на гирлянде, на вот этой двери на гирлянде, они были огромные. Там, ну, как голова этого человека были эти фрузелки в 2 оборота, и поэтому я начала, ну, короче, их сначала накрутила, а потом распорола вот эту гирлянду. Здесь уже в 1 оборот накручивала. Здесь тоже прикол. Фрузелки были вот до этого места. Вот здесь был последний фрузелок. Я думала, это что, у них лестница такой высоты была. Но если здесь накрутили фрузелки, то здесь уже надо какие-то, короче говоря, я от себя вот эти вот несколько фрузелков добавила, ну, чтобы, если уже на елочке вы как бы предполагаете, что это огонечки или что это шарики висят, но уже на всей елочке, а не так, что до сюда у нас
Здесь и крестики вот красненькие были, и желтенькие фрузелки, вроде как наряжено. А вот от сих до сих пор вообще ничего не было. Ну и вот это вот я уже накрутила сама эти фрузелки. Ну, уже крутила, думаю, накручу. И, как видите, здесь крыша вот так. Ну, самое заморочливое, конечно, вот эту крышу было делать. А все остальное там по прямой, ничего особо сложного не было. Вот здесь я что-то накосячила, я так, честно говоря, не разобралась, что. Но, в общем, оно смотрится очень, как бы, этот самый, хорошо. Дед Мороз у меня почему-то на какую-то мышу похоже. Ну, сдалека ничего, нормально. Ну, конечно, очень красивый сюжет. Вот разработка такие маленькие, на таком маленьком пространстве расположить столько много элементов. И 3 персонажа здесь у нас, и дом такой роскошный, и гирлянды эти, и закат тут красивущий. Ну, я могу петь долго дифирамбы этим игрушкам. Вы их наверняка уже 153 раза видели, вышивали все, кому не лень. Было их вышивать. Не поняла я, конечно, прикол с тем, что очень трудно их вышивать. Абсолютно их не трудно было. Здесь крестик в 2 сложения, и полукрест был в 2 сложения, в 1 сложение и в 4 сложения. Все. Что тут сложного? Ну, бэкстича, как я сказала, значит, полностью 4600 крестиков в этом сюжете, и из которых 1100 бэкстич. Да, бэкстича много. Фрузелки. Ну, разве это сложность? Это не сложность, это... Не нахожу ничего в этом сложного. Очень классный, прикольный сюжет. Вот сугробы, здесь свет от дома, из окон льется, и здесь вот так отражается на снегу. Очень красивый. Мне понравился. Естественно, я буду вышивать все 6 эти игрушечки. Ну, это уже, наверное, не в этом месяце однозначно, а там посмотрим, как дело пойдет. Если мне захочется что-то еще повышивать зимнее, повышиваю. Ну, а скорее всего, это я буду уже брать снова в ноябре, в декабре, продолжать эти игрушки. Мне не горит, я не спешу. Буду я эти игрушки, я не знаю даже куда вешать. Я, наверное, их сделаю типа гирлянды, чтобы так на камин их развесить, потому что они достаточно большие. Ну вот моя ладонь, рука у меня довольно-таки большая, и такие приличные они, сантиметров здесь, наверное, 15 будут. Так что, не знаю, мы такие елки огромные не ставим, поэтому на елку вряд ли где у меня будет повесить. А вот на камин типа гирлянды, как... Ну, короче, это надо еще эти все 6 игрушек вышить, прежде чем думать, как их оформлять и куда их вешать. Ну, красиво. Мне очень нравится. Не зря ими все восторгаются, не зря ими все восхищаются. Прекрасные, у кого есть. И кто-то чего-то боится или ждет хорошей погоды, пришло время, вышивайте. Вам обязательно это понравится. Ну, мне очень понравилось. Хотя, зная мой опыт с бабочкой от Dimensions, я была не в восторге. Ну, вот это меня восторгает, скажем так. Ну и все, откладываю этот набор до следующего раза. А сейчас мне хочется повышивать, наверное, возьму Эйфелевую башню, отдохну немножко от зимнего сюжета, потому что у меня, если вы помните, еще один зимний сюжет остался в зимних стартах, что я делала перед Рождеством. И его тоже надо поскорее закончить, потому что у нас погода совсем не зимняя. Хотя вчера была такая мерзопакость, было непонятно что, туман, дождь,
дождь типа со снегом там к вечеру начал срываться. Гидко и сыро, и мерзко, и на улицу вообще не хотелось вылазить, и я переделала все домашние дела, к счастью, и даже успела, видите, вышить столько много на этом сюжете и закончить его. Так что иногда плохая погода тоже как бы на руку. Главное найти позитивное во всем, позитивную сторону. Вот так, ну, до следующего включения. Итак, нам объявили следующий старт. У всех это третий старт, у меня это второй старт, потому как, я напомню, я участвую в СП «Вышивальный разгул», и у меня тариф лайт, я буду минимум 4 старта делать, максимум 6. Ну, это у меня второй, а у всех девочек там уже третий старт. Я предыдущий старт пропустила, потому что надо было вышивать дизайн, который откладывал 2 года. У меня есть дизайн, который я откладывала 2 года, но я его не хочу вышивать. Короче говоря, сейчас тема круглый дизайн. И круглым дизайном я взяла вот такую схемочку от Justine, Pensy Mix называется. Я думаю, она будет здесь около 2500 крестиков. Я думаю, это будет несложно. Единственная проблема у меня, как обычно, какой-то затор с этими ниточками. Я вроде же заказывала все как надо, и опять какая-то ерунда. У меня не хватает одной нитки 36,85, по-моему. Ну, неважно, придется ее докупить. Начну пока с этим. Вот здесь у меня вместе со схемкой шли вот такие красивые бисеринки, и вот там видите цветочек вот такой. Он, наверное, в центр куда-то здесь пришивается, наверное, по логике вещей должен быть в центре. Так что я начну. Мне надо вышить минимум 500 крестиков. И что? И покажу, что я там навышивала. Вот этот еще. Вот этот надо еще сюда. Не помню, показывала вам или нет. По-моему, не показывала вам. Я купила в секонд-хенде вот такую коробочку. Гляньте, какая она классная. Значит, здесь можно, видите, она и внутри велюровая, здесь можно вот так вытащить это сердечко и вставить сюда все, что вы хотите. Здесь, видите, двойная даже вот эта, как это, картонка, чтобы можно было прижать хорошенечко саму картинку. Здесь вот такая сейчас картинка. Тоже симпатичная картинка. Но я хочу сюда, естественно, вышить чего-нибудь. И, наверное, скорее всего, сюда надо будет вышивать петит. Я покупала, если помните, в этом самом... в Париже на выставке, там на кошелечке такой петитная розочка была вышита. Наверное, я сюда эту розочку пристрою. А потом я в Justine видела, ну там, помните этот зайчик, он тоже в форме сердечка сделан. Ну, зайчик это такая тематичная, это только типа на этот самый, на Пасху. А розочка, она ко всему подойдет. Ну вот, как вы думаете, посоветуйте мне, что сюда вышить хорошего, розочку либо зайчика от Justine купить все-таки. Такая коробочка, нужно всякие богатства туда складывать. Мне она понравилась и стоила всего лишь 1 франк. Почему нет? Господи, сколько этих коробочек, сколько можно покопать эти коробочки. Славненькая, правда?
Вчера взяла повышивать мою Эйфелевую башню в розах. Вот я навышивала вот здесь листочки, цветочки, то есть листочки. Саму башню дошила. Все, башня здесь уже закончилась. Честно говоря, думала, буду вышивать вот эти цветочки. Начала там, вышила кусочек этого цветочка одного, 3 цвета в этом одном малюсеньком цветочке. Думаю, не, что настроения нету менять без конца эту нитку, повышиваю башню. Вот дошила эту башню. Ну, короче говоря, сижу, вышиваю, никому не трогаю. Прилетает в Инстаграме мне комментарий. Я последние фотографии выставила, я пофотографировала там котика своего, что вышиваю, и близко поснимала шовчики какие там. И написала, типа, угадайте, что это будет. Ну, короче говоря, единственный комментарий, который туда пришел, это был вот этот комментарий. Я вот так смотрю, я не могу понять мотивов людей, которые вот такое пишут. Значит, вообще она пишет не в тему вообще она, потому что я зашла посмотреть же на ее лицо, она о моем лице, и я на ее лицо хочу посмотреть. Ну, естественно, аккаунт закрытый. Фотография там девушки, которая спиной стоит, волосы практически ее. Не знаю, даже если это фотография этого человека, который мне комментарий написал, но это и не важно. Я, значит, читаю этот комментарий, там про мое лицо человек пишет. Ну, не смешно, не интересно, хитрые, немного фантазии как-то, я не знаю, но если вы уже хотите там поприкалываться с кого-то или еще что-нибудь, ну, во-первых, пишите людям, которых там читают, смотрят, на меня подписано там, как итальянцы говорят, quattro gatti, что значит 4 кота, ну, в смысле, совсем мало людей. Там этот комментарий никто не прочтет, ваше творчество пройдет мимо, будет незамечено. Я не тот инстаграмный блогер, который влияет на умы неокрепшие там каких-то подписчиков и зрителей, так что, ну, как бы объект выбран неправильно, на мой взгляд. Ну, вот мне интересна мотивация этих людей. Это человеку было не впадлу, она увидела эту фотографию. Она зашла на мою страницу, она нашла мое лицо, чтобы, ну, написать о моем лице, а не о том, что она видит на фотографии. Я не знаю, они деньги за это получают. Да я бы, наверное, из-за бабки бы это не делала. Ну, не знаю, короче говоря, кто мне может объяснить, кто понимает мотивацию этих людей. И что же, друзья, я к вам с отчетом за вчерашний вечер, что я навышивала на этом дизайне от Jasnen. Не густо, но это потому, что я делала тортик. Я впервые делаю тортик в несколько дней. Обычно я делаю за один день, оставляю на ночь и все. А тут мне приспичило сделать муссовый тортик. И давно, ну, как бы, я когда-то делала, ну, я делала чисто муссовый, а это я из конфи хочу делать, и прослойка там шоколадного мусса будет, и апельсиновый мусс, в общем, и корж будет шоколадный. Ну, короче говоря, намутила, накрутила там, короче, что получится, не знаю. И вчера я делала первую, так сказать, главу этого тортика, а сегодня буду делать вторую, потому как... И это еще должно отстояться, как минимум 6 часов. Ну, к вечеру будет тортик готов. А за эту вышивку я вообще в шоке. Короче говоря, как вы видите, я сама покрасила эту тканюшку. Ну, пыталась я делать типа вот такие, типа на голубом, такие фиолетовые плямки. Ну, потому что у меня ж Pansy Mix, у меня ж здесь виолы такие. И будет оно вроде как, ну, как мне кажется, будет это в тему. И такая я вчера подготовка, выложить подготовку, я беру, смотрю,
какие ниточки здесь надо. Смотрю на вот этот столбик и посчитала здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ниточек. Думаю, ой, так классно, столько мало этих ниточек, всего ничего. Набрала вот эти ниточки в коробочку, сложила, все аккуратненько, пошла, села, начала вышивать. Начала я с вот этого значка, серединку, это вот этот зелененький. Потом пошла я, следующий у меня был значок, зелененький такой бантик, здесь вот он, этим зеленым бантиком вокруг я вышила. А потом у меня пошел вот этот сиреневый, а это сиреневый у меня вот этот значок. И я тут для себя открываю Америку, что кроме этого столбика есть еще вот столбик и вот столбик. Я не знаю, что на меня нашло, какое затмение, почему я выбрала только вот этот столбик, а эти я вообще как бы проигнорировала, пофиг мне. Я не знаю, это цирк какой-то, а походу здесь получается 21 цвет и еще 3 цвета, по-моему, бисера. Вот сколько этих для вот такой маленькой, для такого маленького сюжетика, вот сколько много должно быть ниточек, прикиньте. Ой, ну бывает. А я еще такая смотрю на картинку, думаю, ой, здесь желтенькие, здесь такие какие-то эти самые разные, здесь вот такой прям оранжевенький, здесь вот такой желтенький, вот здесь еще желтенький. А у меня что-то желтеньких нету. Вот этот вот рядочек я сделала, видите, как можете видеть, у меня здесь желтеньких вообще нету. Я думаю, ну, наверное, это бисер будет. Потом оказывается, смотрите, сколько этих желтеньких. 1, 2, 3, 4. Ну, оранжевеньких, желтеньких, всякое такое. В общем, такое себе. Ну, не знаю, на этой неделе, друзья мои, я буду с вами прощаться, потому как ко мне приезжают гости. Сегодня-завтра это вечер будет занят однозначно. В понедельник гости уезжают, поэтому тоже будет чем заняться помимо вышивки. Во вторник я с подружкой еду на лыжи кататься, а потом, наверное, уже смогу я что-то повышивать и что-то вам показать. Ну, в общем, вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам, когда я вставляю вот эти кусочки просто из личной жизни, там, когда мы ездим на лыжах кататься, или это вообще не интересно, вы это просматриваете, потому что у меня есть разные блогеры, которые я смотрю, у некоторых я вот эти вставочки с удовольствием смотрю, мне нравится и всякое такое, а у некоторых я это проматываю, поэтому я вас спрашиваю, чтобы я зря там время не тратила ни на съемку, ни на монтаж, а просто вещала вам про вышивку. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если даже не понравилось, ставьте тоже. Напишите комментарий, пожалуйста, мне. Мне будет очень интересно почитать. Ну, такие плохие хейтерские комментарии пишите, если вы несчастный человек и вам не на кого вылить свою злость. И мы здесь для этого и снимаем, чтобы вы гадости всякие писали. Если что, это был сарказм, не надо мне писать плохие комментарии. В общем, прощаюсь. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Я желаю вам всего самого наилучшего и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.